В СССР не было более популярной и обожаемой поп-звезды, чем Сандра. Красавица Сандра, которую многие называли куколкой за ее точеную фигуру и очаровательное личико, покорила сердца отечественных слушателей еще и своим характерным звонким голосом. Под ее хиты прошла молодость нескольких поколений, да и сегодня песни немецкой исполнительницы можно услышать на радио. Главное – поймать нужную волну. Сандра начала свою карьеру в составе группы Арабески, а затем ушла в сольное плавание, что было поддержано ее мужем Михаэлем Крету. Для исключения глупых комментариев о том, как его зовут, можете ознакомиться в интернете и на официальных сайтах исполнителя. Он сам себя так называет, с которым она познакомилась во время работы в группе. Их брак состоялся в 1988 году, и у пары родились близнецы Никита и Себастьян. Однако семейная жизнь оказалась непростой. После развода с Крету в 2007 году Сандра столкнулась с трудностями, включая запрет на публичное появление с детьми. С немецкой поп-дивой по степени популярности могли мало кто потягаться. Давайте вспомним Сандру и посмотрим, как она выглядит сейчас и чем занимается на своем 7-м десятке лет. Это была не самая приятная в мире работа, бесконечный гастрольный чес, да еще две старшие коллеги из Арабесок изводили девушку дедовщиной. Кто их сейчас вообще помнит, этих коллег? Не думаю, что многие. Но Сандра не сломалась, а получила отличный концертный опыт и вдобавок встретила любовь румына Михаэля Крету. Представляясь Михаэлем Крету, он выступал с Арабески в качестве клавишника, но хотел и само собой мог делать совершенно другую музыку. В 1985 году Сандра порвала мировые чарты хитовым альбомом The Long Play. Именно для него был спет всем известный сингл «Мария Магдалена» о девушке, которая не желает каяться в своих чувствах и мечтает о еще большей страсти. Альбом сочинил, аранжировал, спродюсировал и записал Михаэль. Пара заключила брак и переехала из Германии на Ибицу, купив там самый настоящий средневековый замок и организовав охрану, надежно закрывшую частную жизнь новых суперзвезд от любопытных глаз. Сандра взяла фамилию мужа. В начале 90-х Михаэль Крету представил новый громкий проект «Энигма», в котором электронная музыка сочеталась с григорианскими хоралами и народными напеваниями. Необычный саунд и уникальное настроение композиций «Энигмы» обеспечили проекту обожание публики. Хотя долгое время создатели композиций сохраняли анонимность, голос Сандры поклонники узнали сразу. Сандра поставила карьеру на паузу, когда в 1995 году у нее и Михаэля родились двойняшки Никита и Себастьян Крету, а в 2007 году произойдет событие, которого никак не ожидала звездная певица. Михаэль увлечется молодой моделью и однажды скажет жене грустное «Прощай». Развод стал сложным испытанием для Сандры. Муж, который был для нее самым близким человеком, провел все быстро и жестко. Певица не потеряла возможности общаться с детьми, но юристы Крету запретили ей появляться с сыновьями на людях. Мужчина был против того, чтобы Сандра делилась с общественностью фотографиями их детей. Брать мальчиков с собой на светские мероприятия также было запрещено, дабы избежать нежелательных снимков и публичности. Возможно, это и к лучшему. Далеко не все дети и подростки готовы к публичности. Многих медийная среда пугает, кому-то даже наносит психологическую травму. Конечно, когда Никита и Себастьян повзрослели, у них появился выбор. Теперь они могли сами решать, куда им идти, где выкладывать свои снимки и так далее. Но то ли братья так привыкли к скромной тихой жизни, то ли им реально не интересна слава, но они и сегодня ведут закрытый образ жизни. Снимками в соцсетях парни почти не делятся, а музыкальная среда их совершенно не манит. Мои сыновья не хотят зарабатывать себе на жизнь музыкой, да и к моим песням они относятся снисходительно, у них совсем другие кумиры, говорит об этом Сандра. Занятно, но у близнецов есть опыт в музыкальной среде, их голоса можно услышать в треке The Same Fathers.
проекта «Энигма», а также в некоторых песнях матери. Но, видимо, не судьба, не лежит душа. Известно, что сегодня парни проживают в Нидерландах, где строят карьеру в области, далекой от шоу-бизнеса. На сегодня им по 30 лет. Несколько позже бывший муж не раз будет помогать Сандре в ее проектах, однако прежний творческий запал блистательного союза вскоре исчезнет. С уходом Михаэля известность певицы заметно поубавилась, а порой удача просто отворачивалась от нее. После развода с Михаэлем Сандра вновь вышла на сцену. Ее часто приглашали на набиравшие тогда популярность ивенты звезды 90-х. Фанаты не могли не отметить, как изменилась звезда, поправилась, лицо стало ощутимо круглее. Певица отрицала все подозрения в злоупотреблении спиртным, объяснив лишний вес и отеки гормональной терапией, которую проводит для лечения застарелой травмы сустава. Сандра вновь расцвела, познакомившись на вечеринке у подруги с Олафом Менгесом. Они встречались 3 года, а в 2010 году оформили отношения. Она вышла за него замуж и снова поменяла фамилию. Пара поселилась в замке Сандры на Ибице, и певицу будто прорвало. Она без устали говорила о своей поздней настоящей любви, сравнивая Олафа и Михаэля. Не в пользу последнего, конечно. Новый муж стал новым продюсером певицы, но возвращение на актуальную сцену это ей не принесло. А в 2014 году и Менгеса ждал отворот-поворот. Причины второго развода Сандра также не стала пояснять, просто вычеркнув Олафа из жизни. Она взяла себе двойную фамилию – Лауэр Крету. С тех пор Сандра не испытывала судьбу и не выходила замуж. Всю себя она посвятила сыновьям, которые долгое время были тайны для всего мира. Последний на данный момент альбом она выпустила в 2016 году, если исходить из информации на официальном сайте певицы, и сенсацией он, увы, не стал. Певица продолжает иногда, кто-то может сказать и часто, все ведь относительно, выступать на ностальгических дискотеках и своих концертах и периодически выходить на связь с поклонниками. На сегодня проживает в Германии, в Мюнхене. На ее сайте можно найти график ее будущих выступлений. Сандра не ведет активно соцсети, обновление там происходит редко, от случая к случаю. Поэтому получать в постоянном онлайн режиме свежие новости о ее жизни и как она выглядит не получится. На сегодняшний день Сандра выглядит иначе, чем в молодости, что является естественным процессом. Некоторые поклонники отмечают изменения в ее внешности, связывая это с возрастом. Тем не менее, она продолжает оставаться любимой фигурой для многих ее поклонников по всему миру. В сети начали активно распространяться снимки певицы, на которых она выглядит не лучшим образом. Кто-то решил, что Сандра просто перестала следить за собой, но были и те, кто забил тревогу, как оказалось, не зря. В 2017 году Сандра столкнулась с раком груди. Началась долгая и непростая борьба с недугом, из которой исполнительница вышла победительницей. Сегодня Сандра наслаждается тихой и спокойной жизнью. Новые песни не выходили уже как 10 лет, но настоящим поклонникам они и не нужны. Преданные слушатели с удовольствием наслаждаются старыми хитами, под которые прошла их молодость. О личном певица предпочитает не распространяться, но признается, безумно любит животных. У певицы несколько котов и одна большая собака. По словам Сандры, живут они очень дружно. Праздником для Сандры становятся приезды сыновей, один из которых, Себастьян, поддерживает семейные традиции. Он пишет музыку. Конечно, в любом случае, в таком зрелом возрасте Сандра, специализировавшаяся на танцевальной музыке, уже не осталась бы действующей участницей хит-парадов, но очень жаль, что жизнь очень талантливой исполнительницы сложилась так, что ей пришлось сделать большой перерыв в карьере, ведь сцена с детства была главной страстью певицы, и она заслужила того, чтобы блистать на ней. Впрочем, ретро-хитов Сандры у нас никто не отнимает. В начале 1980-х годов основатель и участник дуэта Modern Talking Дитер Болен открыл звезду мировой поп-эстрады Сиси Кетч.
Однако он в равной степени приложил руку и к творческому перерыву певицы, не захотел вовремя принять ее самостоятельность, отпустить свободное плавание. Тем не менее, сейчас Сиси Кей остается легендой. Ее песни заставляют старшее поколение предаться ностальгии, поэтому она частый гость ретро-концертов в разных точках мира. В конце 80-х она была невероятно популярна в России. Ее песни крутили на всех дискотеках Перестроечного Союза, а эпатажный образ певицы с начесом, ярким макияжем и косухами стали образцом для подражания у советских модниц. Официально Сиси Кетч сейчас не дает концертов в России, Украине и Беларуси, но в частном порядке, пожалуйста, цена вопроса от 40 до 70 тысяч евро. И звезда диска будет у вас на корпоративе, вместе с подтанцовкой из двух парней латиноамериканской наружности. Отработает полноценный концерт со всеми своими хитами, но иногда просит не выкладывать фото или видео в сеть с ее участием, только желательно по согласованию. Поэтому фото и видео с ее концертами на частных корпоративах, вечеринках или днях рождениях в сети мы не увидим, или таких крайне мало. Раньше, до пандемии, Сиси Кетч много раз выступала на фестивалях и ретро-дискотеках в СНГ странах и больше всего в России. В России сейчас их нет, но в Восточной Европе такие фестивали проходят, хоть и не такие масштабные, конечно. Все контакты менеджеров Сиси Кетч, а также готовые билеты на все ретро-дискотеки 80-х в любых странах всегда есть на ее немецком сайте. Официальный аккаунт Сиси Кетч ВКонтакте продолжает работать и регулярно пополняется новыми материалами. А вот в популярной соцсети X вы не найдете настоящие странички певицы, потому что там певица зарегистрировалась под своим настоящим именем Каролина Мюллер, или по крайней мере я не смог ее найти под сценическим псевдонимом. Как сама певица вспоминала позже, разрыв с Дитером Болином случился в 1989 году. Тот контролировал каждый ее шаг и не оставлял никакого пространства для творчества. Он был очень тяжелый человек, постоянно хамил. В какой-то момент я просто выбежала из студии, где мы писали альбом. Позже меня уговорили вернуться и дописать пластинку, но к тому времени решение уже было принято. Нам с Болином было не по пути, говорила артистка. Расставание с композитором и продюсером стоило денег и нервов. Болин подал в суд, намереваясь оставить за собой право на сценическое имя Сиси Кетч. Он заявил, что имя – это его собственность, но это не соответствует действительности. При телефонном разговоре мы вместе нашли имя Сиси Кетч, и, что я считаю особенно подлым со стороны господина Болина, это то, что он предложил мне выкупить мое имя за 500 000 марок, говорила певица в интервью известному музыкальному журналу. Позже певице удалось в суде отстоять свою правоту. Под именем Сиси Кетч она продолжает выступать и сегодня. Теперь версия об разрыве творческих отношений со стороны Дитера Болина. С фамилией Мюллер хорошо продавать простоквашу или гардины, она подходит деревенской толстушке, но с такой фамилией ни в коем случае не стать поп-звездой. Пишет в своей книге «Ничего, кроме правды» Дитер Болин, автор псевдонима Сиси Кетч и всех хитов певицы. По его словам, в 1985 году его затащили в какой-то деревенский ресторан недалеко от Бремена. Там очень навязчивый и напористый мужик по фамилии Мюллер, вылитый торговец рыбой на базаре, пытался подпоить Болина, убедил его прослушать в студии свою дочку. Она выступала тут же, в том ресторанчике, в составе местной девичьей поп-группы. Отец Каролины в 1981 году, скопив 20 000 марок, бросил работу на производстве кирпичей и тротуарной плитки и основал агентство по организации праздников. С этого и началась карьера певицы. После школы-то Каролина работала простой швеей на фабрике и училась на дизайнера одежды. Дитер Болин нашел некую изюминку в деревенской девушке, которая причесывалась будто колотушкой для картофельного пюре, как говорил Дитер, и записал с ней на пробу одну песню «I can lose my hair tonight». Успех был мгновенный и ошеломляющий. Каролина не обладала выдающимся вокалом, но могла издавать замечательные трели при помощи буквы «Х». Когда она пела «I love you», то у нее это скорее звучало не как «я люблю тебя», а как «я люблю тебя». И таким своеобразным высоким мини-звуком, как в тирольских пениях,
с улыбкой, то ли сарказмом, пишет Дитер в своей книге. В этом была индивидуальность, а индивидуальность в нашем деле может быть важней, чем красивый голос. Я решил дать ей шанс. Через 4 года совместной работы с певицей, по версии Болина, случился острый приступ звездной болезни. Она возомнила себя дорогой и очень важной женщиной, со скандалом разорвала контракт с Дитером и ушла к конкурентам из компании «Метроном». Дитер Болин судился и отобрал у нее право исполнять свои песни, а новые композиции в ее репертуаре, мягко говоря, не дотягивали уровня этих хитов. Хотел еще отобрать и псевдоним Сиси Кетч, но тут суд принял сторону певицы, постановив оставить сценическое имя ей, но за денежную компенсацию в пользу господина Болина. Проект Сиси Кетч заглох аж до 1998 года, когда в Европе вернулась мода на диско, а Болин перестал возражать против исполнения его песен Каролиной. Правда, само собой, не за бесплатно. Состоялось то, что Дитер иронически называет отъездом в Сибирь, имея в виду, что выступать Сиси Кетч стала в основном в России и других республиках бывшего СССР. В начале 2000-х это был безостановочный, чрезвычайно прибыльный чёс денег. Сейчас его приглашают намного реже, но все равно помнят и любят. Кстати, раньше в рейдере певицы значилась обязательно одна бутылочка хорошего шампанского в гримерке, а теперь уже нет. Каролина, по ее словам, сейчас окончательно отказалась от алкоголя и перешла на вегетарианство. О своей личной жизни исполнительница говорить неохотно. Писали, что в момент разрыва контракта с Дитером Болином у певицы был роман с барабанщиком Франком Отто, который тоже был задействован в ряде проектов создателя Modern Talking. Якобы Болин предложил Отто место в своем новом коллективе Blue System в обмен на разрыв отношений с Каролиной, и тот согласился и предал свою подругу. Фактически променял ее на место барабанщика дитеровской группы Blue System. Все бы ничего, но Каролина тогда была на 4-м или 5-м месте беременности, а Франк спрятался в кусты, трусливо заявив: «Она может быть беременна и вовсе не от меня». Каролина сделала аборт, по другим данным у нее случился выкидыш, и больше детей Бог ей не дал, хотя очень пыталась. Позже Сиси Кетч переехала в Лондон, где стала увлекаться йогой, настолько, что даже замуж вышла. Это уже ее второй официальный брак за своего инструктора по йоге и медитации, англо-индийца по имени Эривата, но длился брак недолго, всего 3 года. В 45 лет она обручилась с неким молодым бойфрендом, но брака не последовало. И честно признается, ей комфортно одной, теперь уж и не нужен никто. В одном из интервью артистка признавалась, что часто получает предложения о свиданиях от состоятельных людей, но сейчас она взяла паузу и хочет посвящать все свое время только самой себе. Многие поклонники звезды интересуются секретами ее красоты. Певица признается, что не прикладывает особых усилий для поддержания себя в форме. Артистка пользуется самым обычным увлажняющим кремом, который продается во всех магазинах. Пьет много воды и чая. От кофе, мясных продуктов и спиртных напитков Каролина отказалась уже давно. Кроме того, певица практикует медитацию и старается побольше спать, так много, насколько это возможно. Как говорит сама певица, я стараюсь есть максимально простые продукты. У меня плотный график, поэтому не всегда получается есть здоровую пищу. Но не обязательно питаться только здоровой едой. Важно соблюдать баланс. От здоровой еды ты устаешь, а человек должен быть счастливым, говорила она. Судя по последним публикациям СМИ, детей у нее по-прежнему нет. Женщине не обязательно иметь детей, чтобы быть счастливой, говорила она в интервью и добавляла: впрочем, если бы у меня был малыш, я бы посвящала ему все свое время. В интервью также певица на вопрос о своей семье предпочитала и вовсе не говорить о мужьях и экс-возлюбленных. У меня 3 брата, один из них женат, у него семья, второй брат обручен и скоро женится, у третьего есть подруга, делилась она. За годы работы на музыкальной сцене певица практически не изменилась. Те же обворожительные зеленые глаза, та же пластика и грация. Публика тепло встречает и по-прежнему восхищается певицей. Проект Сиси Кетч – это чисто семейный бизнес. Отец певицы, несмотря на свои преклонные годы, был ее главным продюсером, который, к сожалению, скончался в апреле 2024 года, о чем певица в виде постов проинформировала подписчиков и поклонников в разных соцсетях. Младший брат возглавляет фан-клуб певицы,
ведет ее аккаунты в сети, торгуя дисками, винилом, автографами и тому подобное. На сегодня певица продолжает активную концертную деятельность, хотя новых музыкальных релизов не анонсировалось. Из последних ее выступлений это 2 концерта в декабре 2025 года. Первый в польском городе Щецин совместно с Саманта Фокс, Bad Boys Blue и Оттаван. Второй – выступление в Бухаресте в рамках мероприятия «Золотые диско-легенды». Ранее, в апреле 2025 года, певица участвовала в концерте «Дискотека 80-х в Мадриде» вместе с Бананарама, Саманта Фокс и другими исполнителями 80-х. В открытых источниках на данный момент нет информации о новых альбомах, синглах или значительных изменениях в личной жизни певицы. Последний музыкальный релиз певицы – это трек «Hail Me». Вышел в августе 2024 года в честь ее 60-летия. Песня была посвящена отцу певицы, который скончался в апреле того же года. Певица продолжает оставаться популярной среди поклонников диско-музыки, регулярно участвуя в ретро-фестивалях и концертах, посвященных музыке 80-х. Если вас интересуют дополнительные детали или будущее мероприятие с участием певицы, можно следить за ее официальной страницей в социальных сетях или на сайтах, посвященных концертной деятельности. В 80-х годах итальянская певица Сабрина Салерно, всем более известна просто как Сабрина, прочно закрепила за собой звание главного секс-символа не только Европы и Америки, но и СССР. Плакаты с изображением знойной итальянки в знаменитых шортах висели в комнатах у многих подростков, а иногда и в гаражах у советских граждан. Певица, прославившаяся с задорным хитом «Boys, Boys, Boys», под который отжигали на дискотеках, прославилась благодаря Сильвио Берлускони. Правда, по словам модели и певицы, итальянский мультимиллиардер всегда был только другом и ничем другим. Но именно он приложил свою руку к известности и невероятной популярности жгучей брюнетки. Судя по ее творчеству, можно подумать, что личная жизнь Сабрины была не менее бурной, но в действительности артистка всего раз связывала себя узами брака. Более того, она до сих пор живет душа в душу со своим избранником. В этом видео я вам расскажу, как сейчас живет Сабрина, как она выглядит и чем занимается. Не переключайтесь. Но перед тем, как перейти к рассказу о том, как сейчас живет и выглядит Сабрина, нужно само собой рассказать о ее восхождении к славе, так как многие, думаю, знают об этой певице разве что то, что она исполняет известную песню «Boys, Boys, Boys». Но если вы знакомы с жизнью и творчеством певицы, переходите по тайм-кодам к интересующей вас части видео. Свой путь к вершине шоу-бизнеса, да и вообще бизнеса, Сабрина начала вовсе не со сцены, а с подиума. Уже с 15 лет девушка участвовала в конкурсах красоты, а в 17 лет стала победительницей конкурса «Мисс Лигурия 1986», после чего ее пригласили работать ведущей на телевидении. Одним из членов жюри конкурса, а заодно медиамагнатом, которому принадлежал телеканал, был Сильвио Берлускони, будущий премьер-министр Италии. Именно благодаря ему Сабрина и начала свою карьеру. То, что Берлускони принял активное участие в судьбе начинающей телеведущей и певицы, породило слухи об их тайном романе, но Сабрина категорически отрицала этот факт. Да, он помог мне тогда, но ничего, кроме приятельских отношений, нас не связывало. Я была его верной подругой. Но поверьте, между подругой, и даже если это подруга секс-символ, и любовницей существует огромная разница. И, кстати, когда мне было 18 лет, именно в этом возрасте я начала делать карьеру певицы. Я вообще не понимала значения слова «секс-символ». Однажды, просто друг, Берлускони познакомил Сабрину с известным тогда Клаудио Чекетто. И вот уже в 1987 году сингл новоиспеченной звезды под названием «Boys» взорвал хит-парады по всему миру. Откровенный клип на эту песню для того времени был настолько смелым, что в некоторых странах его либо запрещали, либо подвергали жесткой цензуре. А вот в Советском Союзе, как ни удивительно, Сабрина запрещена не была.
конце 90-х Сабрина, выпустив очередной альбом, неожиданно пропала из поля зрения публики и журналистов. Она даже перестала появляться на итальянском телевидении. Позже певица объясняла это тем, что устала от славы и решила сосредоточиться на своей семье, а потом на воспитании ребенка. Сабрина всегда пользовалась большим успехом у мужчин, но замуж вышла всего однажды и остается в браке до сих пор. Со своим будущим мужем она познакомилась еще в начале 90-х. Известный продюсер и один из богатейших людей Италии, Энрико Монти, тогда работал в звукозаписывающей компании, а сегодня продолжает семейное дело, начатое еще в далеком 1911 году его предком Бруно Монти. У него бизнес по производству тканей. Их с певицей первая встреча состоялась на званом ужине. Изначально речь шла лишь о творческом партнерстве. У Энрико и его молодой жены только что родился ребенок, да и сама Салерно была не свободна. Ее связывали романтические и деловые отношения с французом Пьером Кассо. Начав работать вместе, Сабрина и Энрико поняли, что между ними возникло нечто большее, чем просто взаимная симпатия. Они понимали, что причинят боль любящим их людям, но были не в состоянии сопротивляться своему чувству. Как позже выразилась сама певица, любовь не подчиняется логике. Правда, целых 10 лет возлюбленные не спешили вступать в брак. Это произошло уже после того, как в 2004 году у них родился сын, которого назвали Лука Мария Монти. Сама же Сабрина через несколько лет после рождения Луки возобновила карьеру. Ее полноценное возвращение на сцену случилось в 2008 году, когда певица выпустила свой 9-й сольный альбом и сняла новые клипы. Правда, прежнего уровня популярности она уже не достигла. Ее имя и поныне ассоциируется в основном только с музыкой 80-х годов. Впрочем, и сегодня 56-летнюю Сабрину называют, если не самой популярной, то одной из самых богатых певиц Италии. Многомиллионные доходы ей приносят не только выступления и перевыпуски альбомов, но и съемки в рекламе, собственная сеть ресторанов, линия модной одежды. Хотя, как признается сеньора Салерно, в ее шкафу до сих пор хранятся те самые джинсовые шортики, о которых я расскажу чуть позже, которые в далекие 80-е совершили в СССР сексуальную революцию. Сабрина уверяет, что за всю жизнь она не сделала ни одной пластической операции, и все, что у нее есть, заслуга природы. Но исходя из ее преображения и то, как она выглядела раньше и сейчас, очевидно, что хирурги поработали на славу, а еще ее собственного умения быть счастливой. Я имею в виду прежде всего семью. Муж, ребенок – это очень красит и молодит. Знаю это по своему личному опыту. После рождения сына Луки я стала лучше. Но теперь немного о тех самых шортиках, о которых я говорил. В конце 80-х годов зарубежные исполнительницы диско вызывали у советских слушателей настоящий ажиотаж. Пластинки с записями песен Сандры, Сиси Кетч и Сабрины разметали как горячие пирожки. В 1988 году Сабрина выступала в качестве специального гостя на закрытии международного конкурса песни в польском Сопоте, где представила свой хит «Boys». В СССР концерт транслировало центральное телевидение. Яркий номер звезды впечатлил советских зрителей, и вскоре ее шлягер зазвучал на всех дискотеках. В 1989 певица приехала в Москву и дала концерт при полном аншлаге. Эта поездка ее очень впечатлила. Она сама говорила: «Мне было тогда всего 19 лет. Мои представления о вашей стране были очень расплывчатыми. Оказаться в 1989 году на Красной площади было колоссальным впечатлением. Я ощутила дух старины, величие культуры и истории и еще какое-то волшебство. Это место меня завораживало. Мне казалось, что я попала в какую-то сказочную страну. Шел снег, было очень холодно. Под впечатлением остались и зрители, а модницы тут же принялись подражать итальянской поп-королеве. Особенной популярностью у них пользовались короткие джинсовые шорты с рваными краями, в которых Сабрина щеголяла на сцене. Разумеется, этот кокетливый предмет гардероба тут же прозвали «Сабринки». На сегодня Сабрина живет в Венеции. Она по-прежнему весьма привлекательна и хороша собой. Она следит за питанием, занимается спортом, много путешествует. Звезда уверяет, что довольна своей судьбой, которая была ей предначертана с рождения. А на вопрос журналистов, кого она любит больше, мужа или сына, отвечает однозначно – Луку. В свои 56 лет Сабрина стала выглядеть моложе, чем в молодости. Ее просто невозможно узнать.
Всем понятно, что без хирургического вмешательства не обошлось. Певица активна в социальных сетях и до сих пор любит провокации. Она публикует в своих официальных профилях смелые фотографии, подчеркивая выдающуюся грудь обтягивающими и прозрачными фасонами. Мне нравятся сильные личности, те, кто смотрит тебе в глаза и имеет смелость сказать то, что думает. Подписала она одну из фотографий, а в интервью рассказала, что делает, чтобы оставаться привлекательной. Оказывается, у нее есть свои проверенные методы. Я выбираю достаточно низкокалорийные блюда, хотя от пиццы, спагетти и бокала вина я никогда не отказываюсь. Занимаюсь в спортзале 4 раза в неделю. Несмотря на то, что Сабрина давно не то чтобы в обойме популярности, как раньше, но она остается профессионально активной, выпускает новые альбомы и снимается в кино. Довольно частый гость на ретро-дискотеках по всему миру, где есть популярность на такого формата шоу. Ну а в личной жизни все без изменений. Вот уже 30 лет. Саманта Фокс – британская певица и модель, известная своими хитами в стиле диско и смелыми, откровенными образами. Она начала карьеру в 70-х годах и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному голосу и провокационному стилю. Саманта Фокс оказала значительное влияние на музыкальную индустрию и стала символом эпохи диско. Ее песни до сих пор звучат на радиостанциях и в плейлистах любителей ретро-музыки. В своих выступлениях Саманта всегда отличалась смелостью и экспрессией. Она использовала яркий макияж, смелые наряды и зажигательные танцы, чтобы привлечь внимание публики. Ее концерты всегда были запоминающимися событиями. Сегодня Саманта Фокс продолжает выступать и записывать новые песни. Она остается верной своему стилю и продолжает радовать поклонников своим творчеством. Хотя, безусловно, у певицы уже давно нет той популярности, которая у нее была в 80-х. Но тем не менее, многие поклонники, особенно мужского пола, помнят ее из тех самых 80-х. Жгучая девушка с шикарным бюстом была одной из секс-символов 80-х. У многих мужчин и подростков дома и в гаражах были плакаты с ее жгучими фото. В этом видео я расскажу, как сейчас живет Саманта Фокс, как выглядит и чем занимается. Не переключайтесь. В начале 1983-го, когда Саманте было 16 лет, мать девушки отправила ряд фото наследницы в газету под названием «Люди», которая проводила конкурс начинающих моделей. Жюри оценило снимки юной Фокс, и блондинка получила приглашение на пробы для британской The Sun. Это оказалось довольно откровенное мероприятие. Фокс позировала топлес. Родители не выступали против такого формата, да и в то время по закону в британских СМИ можно было размещать пикантные фото модели от 16 лет. Позднее Саманта призналась, что осталась благодарна судьбе за такой шанс, ведь в районе, где она росла, вырваться из бедности казалось просто нереальным. До карьеры модели британка мечтала стать полицейским, но рост Фокс 155 см не отвечает требованиям отбора от 163 см. И если высоким ростом девушка похвастаться не могла, то пышный бюст красавицы стал предметом повышенного внимания публики. Став постоянной моделью третьей страницы The Sun, Саманта решила застраховать грудь на 250 тысяч фунтов стерлингов. В ряде источников сообщалось, что позднее сумма увеличилась до 1 миллиона. Помимо этого, издание Fox вскоре начало позировать для ряда мужских журналов. Публику привлекала впечатляющая натуральность форм девушки. Позднее в интервью уже зрелая артистка подчеркивала, что думать о пластических операциях нельзя до 40 лет. Сама она впервые решилась на подобное вмешательство уже после 50, сделав подтяжку шеи. В 1986 британка прекратила сниматься в газете, но спустя десятилетия вновь появилась на страницах издания. К радости подписчиков фото публиковались в виде плакатов, которыми поклонники звезды украшали свои комнаты. Тогда же знаменитость снялась для Playboy. Это оказались финальные снимки Fox в формате New.
В начале 90-х разгорелся большой скандал между уже получившей популярность Самантой и ее отцом, который выступал менеджером дочери. Британка заподозрила родителя в краже 1 миллиона фунтов стерлингов с собственных счетов. В 1995-м артистке удалось отсудить у мужчины 363 тысячи. Патрика и ее отца не стало в 2000 году, и до самой смерти он не общался с наследницей. Фотографии Саманты принесли ей узнаваемость во всем мире. На артистку обратили внимание режиссеры. Фокс появилась на экране в 90-м в американском ситкоме «Чарльз в ответе» в роли Саманты Стил, вымышленной рок-звезды. Большую популярность модель получила и в Индии. В 1995 году Фокс исполнила первую роль в болливудском фильме «Танцор рока». Там ей достался только эпизодический персонаж, но именно он и положил начало фильмографии знаменитости. Затем Саманта предстала еще в нескольких картинах, в том числе это было по-настоящему режиссера и сценариста Стива Варнома и «Матч» Майкла Дэвиса. Далее кинобиография Фокс пополнилась картиной «7 дел» и комедийным фильмом ужасов «Акулий торнадо 5. Глобальное роение». Саманта с юных лет интересовалась музыкой. В 14 лет Фокс стала вокалисткой созданной ею группы и через год представила дебютную пластинку от лейбла Lamborghini Records. В 1983 в составе коллектива SFX артистка исполнила песню «Зажигаю со своим радио». Позднее, уже сделав модельную карьеру, британка всерьез занялась вокалом. Первый сингл «Touch Me» «Коснись меня» в 1986-м стремительно взлетел на верхушку рейтингов в Англии и США. Песня стала заглавной в одноименном альбоме, за которым последовали еще 2 пластинки. Гастрольный тур поп-звезды не ограничился англоязычными странами. Концерты юной певицы с успехом прошли в Восточной Европе. В 1991 году в дискографии Фокс появился новый альбом «Всего одна ночь», в котором ранние композиции обработали в стиле поп-рока. Типичным примером творчества того времени стали хиты «Ничто меня теперь не остановит» и «Я только хочу быть с тобой». В середине 90-х Саманта и группа Сокс участвовали в отборочном конкурсе на Евровидении. Песня «Дерзай сердцем» заняла только 4-е место в зрительском голосовании. В 2005-м при участии шведского артиста Гюнтера Фокс записала песню «Touch Me», а затем пара сняла на нее клип. А позднее эта же композиция вышла в более современной обработке. Такой ее сделал диджей Аллигатор. Не меньшую популярность получила и яркая композиция Fox «Boys», взлетевшая на лидирующие строки британских музыкальных чартов. Много лет имя Fox обсуждали в контексте конфликта между ней и итальянской певицей Сабриной. Обе были секс-иконами, и у каждой в своей стране имелась огромная аудитория поклонников. Слухи о вражде 2 артисток появились случайно, но, пользуясь случаем, обе поддержали сплетни, чтобы создать еще больше шумихи вокруг собственных персон. На самом деле никакого конфликта между певицами не было. Позднее, познакомившись лично, женщины разговорились и поняли, что не имеют друг к другу никаких претензий. Так они стали дружить, но для прессы оставались заклятыми врагами. Поэтому для всех стало большим шоком, когда в 2010 году артистки решили записать кавер на песню «Call Me» группы Blondie. Саманта прославилась как певица не только в Великобритании, но и в европейских странах, но и в России и в странах СНГ. В 2012-м публика встретила артистку на Славянском базаре. В конце 2017-го поп-звезда отправилась на гастроли по России в рамках международного фестиваля «Авторадио. Дискотека 80-х». Концерты в Москве и Санкт-Петербурге собрали полные залы. А за год до этого она появилась и на фестивале легенды Ретро FM, который проходил в культурной столице России. В 2018 году Саманта представила публике новый сингл «Hot Boy», на который вскоре сняли видеоклип. В августе 2023 года Фокс отправилась на гастроли по штатам вместе с Bad Boys Blue и Boney M. Концерты прошли в Бостоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Хосе. Бисексуальность Саманты сделала ее личную жизнь сложной и запутанной. В 20 лет она считала, что проживет всю жизнь с австралийцем Питером Форстером.
Пара дважды в 87 и 94 годах собиралась обвенчаться, но отношения распались. Причиной разрыва стала трагедия. Питер и Саманта потеряли приемного сына Саймона. По медицинским причинам певица была бесплодна, который отравился алкоголем, перепутав бутылки. Затем в прессе стал обсуждаться роман знаменитости с вокалистом группы Kiss Полом Стэнли. По словам певицы, они познакомились в Нью-Йорке во время ее тура по Америке. Поскольку оба регулярно гастролировали, видеться им удавалось нечасто. Из-за этого отношения пары и закончились. Сначала встречи стали проходить реже, а затем и вовсе прекратились. В 1999 году Фокс была членом жюри конкурса красоты среди лесбиянок и, по слухам, состояла в близких отношениях с менеджером, австралийкой Крис Бонатчи, но подлинной любовью певицы стала Мира Стрэттон, в гражданском союзе с которой Саманта прожила 16 лет. В этом же году Фокс открыто заявила о своей ориентации, больше не скрывая, что женщины ей нравятся точно так же, как и мужчины. В 2009 году женщины даже обручились и планировали узаконить брак, но так и не сделали это. А летом 2015 года Стрэттон ушла из жизни после 2 лет борьбы с онкологическим заболеванием. Сэм лишилась самого близкого человека в жизни. Мира была лучшей подругой и личным менеджером артистки. Дыра в сердце певицы понемногу затянулась, и уже через год в газетах появились сообщения о том, что она вновь влюбилась в женщину. Весной 2020 года Фокс объявила о помолвке со своей давней подругой Линдой Олсен. Олсен неизвестна в широких кругах, она норвежка по происхождению, от предыдущих отношений воспитывает 2 детей. Свадьба, отложенная из-за пандемии коронавируса, состоялась 18 июня 2022 года на церемонии, посвященной Евровидению. Торжество прошло в отеле King Soak в Эппинг Форестер в графстве Эссекс. Саманта относится как к детям к 2 сыновьям своей подруги Линды Олсен. Всю жизнь Саманта Фокс проживает в Лондоне. Район только сменила на более престижный, потому что родилась и выросла она в захудалом пригороде. Ее отец был простым плотником. Сейчас Фокс не слишком активна как певица, но периодически появляется на концертах, посвященных хитам 80-х и 90-х годов. Однако это не значит, что артистка ушла в тень. В настоящее время знаменитость продолжает регулярно пополнять свои социальные сети новыми фотографиями, рассказывать о жизни и делать подборки старых видео, гастролирует с концертами в разных точках мира и участвует в ретро-концертах, что является по сути ее основным видом деятельности. Ретро-концерты, но конечно же не основным. В 2023 году прошел по всей Европе юбилейный гастрольный тур «40 лет на сцене». У Саманты Фокс после 50 не получилось сохранить такого глянцевого вида лица и фигуры, как у еще одного секс-символа 80-х Сабрины Салерно, с которой они вместе выступали. Но у нее нет ни мужа-миллионера, ни возможности вкладывать огромные деньги в свою внешность. Саманта зарабатывает сама, как может, вплоть до продажи через интернет своих вещей, компакт-дисков, виниловых пластинок и фотографий с личными автографами. К слову, настоящих хитов у Саманты Фокс побольше, чем у той же Сабрины, но тоже немного, штук 5-6, не больше. Но народной любви целое море. Вплоть до 2008 года Саманта считалась самой красивой женщиной Великобритании по ежегодному опросу Daily Star и лишь в 42-летнем возрасте уступила это звание более молодым. Ким Уайлд – это британская певица и автор песен, которая стала популярной в 80-х годах. Ее уникальный стиль и запоминающиеся мелодии сделали ее одной из самых известных исполнительниц того времени. В начале своей карьеры она выпустила несколько успешных синглов, которые быстро стали хитами. Она известна своими мелодичными композициями, которые легко запоминаются и остаются в памяти надолго. Певица продолжает активно выступать и записывать новые песни, радуя своих поклонников по всему миру. Ее творчество продолжает вдохновлять новое поколение музыкантов, а ее голос остается таким же ярким и запоминающимся. Если вы еще не знакомы с творчеством Ким Уайлд, то вам стоит послушать ее песни. Они могут стать настоящим открытием для вас. Сейчас Ким удается с успехом заниматься и садоводством, и музыкальной деятельностью.
Для начала, безусловно, нужно начать с биографии певицы. Для тех, кто ее не знает, но кто знает, переходите по тайм-кодам к интересующей вас части видео. Ким Смит, настоящая фамилия певицы, появилась на свет 18 ноября 1960 в предместье Чизвик, которое располагается в западной части Лондона. Свой сценический псевдоним позаимствовала у отца, являющегося популярным в 50-е годы поп-певцом и одним из пионеров английского рок-н-ролла Марти Уайлда, который в свою очередь родился под именем Реджинальд Леонард Смит. Мать Ким по имени Джойс Бейкер в молодости была певицей и танцовщицей в группе «Девочки Верноны». Когда девочке исполнилось 9 лет, она перебралась в графство Хартфордшир вместе с семьей. Получив среднее образование, без труда поступила в колледж Сент-Олбанс, где обучалась искусству и дизайну. Параллельно с этим Ким вместе с матерью была на бэк-вокале в группе ее отца. В 80-м младший брат девушки по имени Рики помог ей записать в студии, арендованной их звездным родителям, несколько демок, на которые вскоре обратил внимание шеф звукозаписывающей компании Rock Records, популярный британский продюсер Микки Моутс. Мужчина, недолго думая, предложил начинающей певице заключить с ним контракт. Дебютный сингл Ким под названием «Дети в Америке» вышел в начале 81-го и сразу принес ей известность. Песня заняла второе место в английских музыкальных чартах, однако по версии авторитетного американского печатного издания Billboard стала только 25-й. Несмотря на это, впоследствии композиция «Дети в Америке» превратилась в визитную карточку Уайлд. Выход первой пластинки, получившей простое и незамысловатое название Ким Уайлд, состоялся в том же году. Дебютный диск мгновенно попал на 3-е место Великобритании, а сингл «Вода в стакане» и «Кричата любовь», которые сопровождали его, пробились в верхние строчки в местных чартах. Тем самым закрепив успех юной исполнительницы. Каждая композиция с этого альбома была написана отцом и младшим братом девушки. Мужчины продолжали сотрудничать с ней вплоть до 1988-го, сочинив подавляющее большинство песен, исполненных Ким в 80-е годы. Все это время певица поддерживала образ эффектной и харизматичной блондинки, который во многом перекликался с имиджем вокалистки популярной группы Блонди Дебби Харри. Первое время популярных исполнительниц сравнивали, однако это не повредило карьере ни одной, ни другой. Энергичный поп-рок, который был характерен звучанию первой пластинки Wild, вскоре претерпел некоторые изменения. В музыке следующего диска 1982 года под названием «Выберите» стал преобладать холодный колорит синтезаторов, подчеркнутый динамикой электронных барабанов. Однако, несмотря на то, что сейчас этот альбом принято считать одним из наиболее талантливых в дискографии певицы, ему не удалось повторить молниеносный прорыв предшественника, занял в музыкальном рейтинге всего 19 место. Во всяком случае, этот альбом пополнил профессиональную биографию исполнительницы еще 2 хитами «Виды с моста» и «Камбоджа». На обе композиции вышли клипы. 3-му и 4-му альбомам Wild под названием «Лови, как только сможешь», вышедший в 1983 году и так не издавшийся в Соединенных Штатах Америки, и другому альбому с названием «Дразнит и дерзит» 1984 года не удалось повторно поднять девушку на звездный Олимп. Однако некоторые песни, такие как «Люблю блондинку», «Жажду любви», обрели популярность у британской аудитории. Образовавшийся застой в творческой жизни певица решила исправить кардинально. В 1984 году она ушла из Rock Records и подписала новый контракт с масштабной американской корпорацией MSI. Спустя 2 года Ким в некотором роде удалось вернуть утраченную популярность после выхода танцевальной версии старого хита американского коллектива Supremes под названием «Ты заставляешь меня цепляться за тебя». Песня расположилась на 2-м месте в Великобритании и на 1-м в США. Далее вышла 5-я пластинка, озаглавленная «Еще один шаг», очередным хитом которой стала одноименная композиция «Еще один шаг», исполненная Wild в дуэте с соул-певцом Джуниором.
В следующем году творчество женщины снова попало в чарты после того, как она спела рождественскую песню под названием «Зажигаем вокруг рождественской елки» совместно с комиком Мелом Смитом. Конец 1988 стал еще более удачным для Ким. В декабре ее новая пластинка Close разместилась на 8-м месте в музыкальном чарте, став источником нескольких топовых хитов. Стиль музыки Wild стал соответствовать коммерческим и танцевальным канонам, в отличие от резкого синтезаторного попа, популярного в первой половине 80-х. Претерпел изменения и внешний облик блондинки. Вместо молодежного образа певица обратилась к более женственному, сексуальному и утонченному. Альбомы, вышедшие в 90-е годы, а именно «Любовь движется» 1990 год и «Любовь это» 1992 год, снова не сильно заинтересовали массовую публику, хотя некоторые треки с пластинок все-таки попали в чарты. По-настоящему провальным стал альбом 1995 года под названием «Отныне и навсегда», на который во многом повлиял такой музыкальный жанр, как соул. После этого Ким Уайлд на долгое время забросила карьеру поп-исполнительницы. В первый год нового тысячелетия она отправилась в ностальгическое турне «Тогда и сейчас» совместно с другими знаменитостями 80-х, а также записала и выпустила в Германии сингл «Рожденный быть диким», являющийся кавер-версией песни, принадлежащей группе Steppenwolf. В сентябре 2001 в свет вышел сборник под названием «Самое лучшее от Ким Уайлд», который был хорошо принят аудиторией. В него вошел один новый трек под названием «Любимый». Следующие несколько лет Ким Уайлд провела в гастрольных поездках по континентальной Европе, где непременно пользовалась успехом. В 2006 женщина презентовала очередную новую пластинку «Никогда не говори никогда», в которую вошли как неизвестные песни, так и старые хиты, перезаписанные на современный лад. В 2018 году певица выпустила альбом под названием «А вот и пришельцы», тем самым дав понять, что она не собирается уходить на покой. 1996 ознаменовался новым витком в личной жизни британской поп-певицы. Ее мужем стал Хелл Фаулер, вместе с которым Ким Уайлд приняла участие в музыкальной постановке «Томми». В дальнейшем у супругов появились двое детей: сын, которому дали имя Харри Тристан, и дочь Роуз Элизабет. Во время первой беременности пробудилось старое увлечение садоводством. Уайлд окончила курсы растениеводства и для своих детей вырастила настоящий сад. Карьера садовода тоже оказалась успешной, ее талант сразу же был замечен. В качестве дизайнера она была приглашена на 4-й канал в передачу «Лучшие сады». Годом позже Уайлд приняла участие в съемках 2 серий передачи «Захватчики сада» компании BBC. Совместно с Дэйвом Фонтейном певица попала в Книгу рекордов Гиннесса за успешную пересадку самого большого дерева. Однако в январе 2007 года дерево было повалено бурей. В 2005 году Уайлд взяла золотую награду на цветочном шоу в Челси. Уайлд также написала 2 книги о садоводстве: «Работа в саду с детьми» и «Начинающий садовник». Первая была переведена на испанский, французский, датский, голландский языки, позже на немецкий. На сегодня поп-певица продолжает активно давать интервью и концерты. Аудитория везде ее встречает с теплотой и любовью. Также певица выпускает новые композиции и снимает клипы на них. Выступает на ретро-вечеринках по всему миру, где популярен формат данного шоу. Женщина активно ведет микроблог в социальной сети Instagram, где выкладывает афиши предстоящих выступлений и фотографии с них. На официальном сайте исполнительницы также можно узнать даты предстоящих туров, купить билеты, узнать информацию о ее биографии, новости, и также есть магазин с фирменным мерчем исполнительницы. Ким Уайлд сейчас живет с счастливой семейной жизнью, с мужем и 2 детьми. Ее вклад в музыкальную индустрию признан как критиками, так и поклонниками. Она продолжает вдохновлять новое поколение артистов своей непоколебимой преданностью музыке и стремлением к творческому самовыражению. Ким Уайлд – настоящий символ в мире поп-музыки. Ее карьерный путь показывает, что талант и упорство могут привести к невероятному успеху и признанию, независимо от того, занимается ли она музыкой или садоводством. Ким всегда стремится к совершенству и продолжает удивлять своих поклонников новыми достижениями.
Мадонна – королева поп-музыки, знаменитая певица, автор песен и музыкальный продюсер, обладательница нескольких премий Грэмми. Композиции и клипы звезды задают тон и направление как американской, так и мировой музыкальной индустрии. Творчество исполнительницы часто оказывается в центре скандалов. Она не боится затрагивать острые темы социальной несправедливости, расового и полового угнетения. Полное имя певицы – Мадонна Луиза Вероника Чиконе. Появилась на свет 16 августа 1958 года в американском штате Мичиган. Детство провела в окружении 5 братьев и сестер. В числе ее предков были представители нескольких национальностей, итальянцы по отцу и франко-канадцы по матери. В 5-летнем возрасте девочка потеряла мать. Вскоре в доме появилась новая супруга отца, с которой у Мадонны отношения не сложились. Мачеха заботилась лишь о родных детях. Именно такая конкуренция с самого детства, как потом расскажет певица, взрастила в ней мечту стать знаменитой на весь мир. После окончания школы Мадонна отправилась получать образование в Мичиганский университет с надеждой стать выдающейся балериной. О музыке она в то время и не помышляла. Успешной танцовщицей из нее не вышло. И вскоре девушка поняла, что за мечтой нужно уезжать из провинции. В молодости Мадонна бросила вуз, переехала в Нью-Йорк, где надеялась сделать танцевальную карьеру. Девушка поселилась в криминальном районе, живя настолько бедно, что порой начинала отношения только ради того, чтобы попасть к парню домой и принять душ. Ей удалось пройти отбор в труппу к хореографу Перл Ланг, но не в первый состав, где платили так мало, что Мадонна была вынуждена подрабатывать в ресторанах быстрого питания. Профессионалы заметили в ней хороший потенциал и решили сделать из девушки танцующую певицу. Полноценная творческая биография поп-дивы началась в 1983 году с записи дебютного альбома под названием «Мадонна», который достиг 8-й позиции в чарте Billboard 200. Второй диск «Like a Virgin» мгновенно оказался на вершине престижных чартов США, что прославило Мадонну на весь мир. В 1985 году исполнительница выпустила знаменитый клип на хит «Material Girl». В 1998 году вышел величайший поп-шедевр 90-х, как назвал пластину музыкальный журнал Rolling Stones. Альбом «Ray of Light», сингл из которого под названием «Frozen» стал рекордсменом по лидирующим позициям в престижных чартах. В начале нулевых Мадонна издала очередной студийный альбом, получивший название Music. Пластинка заняла первое место в топ-рейтингах США и Великобритании. В 2005 году с выпуском сингла Hang Up певице присуждается еще и титул королевы танцпола. Этому способствовали зажигательное выступление и музыкальные клипы исполнительницы. Позднее артистка дала блестящий концерт в Лондоне, запись которого попала в ее обширную видеотеку. В последующие годы вокалистка нечасто баловала поклонников новыми альбомами, но регулярно ездила по миру с концертными программами. В 2022 году артистка продолжила творческую деятельность, а также не перестала оставаться в центре всеобщего интереса, появляясь с другими звездами на ярких вечеринках. Фанаты певицы пришли в восторг, узнав о скором выпуске сборника под названием «Наконец-то любви стало достаточно. 50 лучших». Основу диска составили ремиксы 50 хитов знаменитости, в разное время попавших на верхнюю строчку в чарте Billboard Dance Club Songs. Весной 2024 года артистка дала самый масштабный концерт за свою карьеру. Он состоялся на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро и собрал около 1,6 миллиона зрителей. Вход был бесплатным. На мероприятии работали распыляющие воду пожарные, так как температура воздуха превышала 30 градусов. Помимо музыкальной деятельности, Мадонна успела раскрыть себя как писательница и в литературном деле не стала отступать от сложившейся любви к провокациям. Книги певицы можно разделить на две группы. К первой относятся откровенные биографические произведения, в основном в формате фотоальбомов. Дебютным трудом этой категории стала фотокнига под названием «Секс», вышедшая в 1992-м. Ко второй группе принадлежат детские сказки, написанные исполнительницей и имеющие успех во всем мире. Первой стала книга «Английские розы», изданная в 2003-м.
За ней последовали «Яблоки мистера Пибоди» и другие истории. В основу этих сочинений для детей легли традиционные ценности, перекликания с хасидскими притчами, элементами каббалы. В начале 90-х Мадонна создала собственный музыкальный лейбл Maverick Records. В разное время с ним сотрудничали Alanis Morissette и группа Prodigy. В середине нулевых знаменитость решила продать свою долю компании Warner Music, а в 2010-м стала владелицей сети фитнес-клубов. В тот же период вместе с дочерью Лурдес вокалистка создала бренд одежды для молодежи Material Girl. Позднее звезда запустила косметическую линию. Актерская карьера Мадонны сложилась менее удачно, чем певицы. Заметные работы в фильмографии появились в середине 90-х, хотя сниматься звезда начала еще в конце 70-х. Среди знаковых киноработ исполнительницы этого периода можно назвать «Четыре комнаты» и экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита». Мадонна была замужем дважды за Шоном Пеном и Гаем Ричи. У нее 6 детей, дочь Лурдес от Карлоса Леона, сын Рока от Гая Ричи, а также 4 усыновленных детей из Малавии. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер. С Ахламаликом Уильямсом Мадонна познакомилась в 2015 году во время кастинга для тура Rebel Heart. Роман между ними начался позднее. В 2019 году звезда поп-сцены перестала скрывать отношения с 25-летним бойфрендом, а уже спустя год влюбленные начали жить вместе. Несмотря на пандемию, в конце 2020 года избранник артистки сопровождал ее во время музыкального тура, а в начале следующего года пара вместе с детьми Мадонны отправились в путешествие, пренебрегая условиями карантина. В апреле 22-го стало известно о расставании артистки и Уильямса. Однако знаменитость недолго оставалась одна. В сентябре СМИ заговорили о новом романе с на тот момент 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. В феврале 23-го таблоиды писали об их расставании. Практически сразу после этого Мадонне приписали роман с 29-летним тренером по боксу Джошем Поппером, но и эти отношения, по информации журналистов, продолжились недолго. Уже в мае 24 года было объявлено об окончательном разрыве певицы и спортсмена. Тогда же написали о новом избраннике звезды Ричарде Риакпоре, тоже боксере. В 24 году стало известно о ее отношениях с 29-летним футболистом и моделью Акимом Моррисом, о расставании с которым таблоиды написали уже в ноябре. Причина была прозаична: слишком большая разница в возрасте – 37 лет. Но затем, в ноябре 25 года, пара объявила о помолвке. Мадонна планирует свадьбу в Италии, Португалии или в своем поместье в Истхэмптоне. Она намерена заключить брачный договор. Многих поклонников певицы шокировали изменения певицы от пластической хирургии. Мадонна, по мнению пластических хирургов и экспертов, прибегала к многочисленным пластическим операциям и процедурам, включая подтяжку лица и блефаропластику, а также инъекции филлеров и ботокса. Специалисты отмечают, что она делала контурную пластику скул, губ и подбородка, а также коррекцию формы носа, подтяжку шеи и, возможно, аппаратные процедуры для омоложения кожи. Мадонна не комментирует эти слухи. При этом Мадонна не стесняется появляться перед публикой и без макияжа, но многие отмечают, что внешность звезды значительно изменилась. После завершения мирового тура The Celebration Tour 23-24 год, который включал концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро с аудиторией около 1,6 миллиона человек, Мадонна активно работает над новым материалом. В декабре 2024 года она подтвердила сотрудничество с продюсером Стюартом Прайсом, с которым ранее работала над альбомом под названием «Признание на танцполе». Певица анонсировала выпуск новых треков в 2025 году и возвращение к танцевальной музыке. В сентябре 2025 года Мадонна подписала контракт с Warner Records на выпуск нового танцевального альбома, который планируется выпустить в 2026 году. Кроме того, Мадонна участвует в съемках биографического мини-сериала о своей жизни, где главную роль играет Джулия Гарнер. Мадонна известна своей благотворительной деятельностью через фонд Возрождения Малави, который помогает детям Малави. Таким образом, Мадонна остается одной из самых влиятельных и коммерчески успешных исполнительниц в истории музыки. Несмотря на возраст, она продолжает экспериментировать с творчеством, строить новые отношения и участвует в благотворительных проектах. Ее способность адаптироваться к меняющимся музыкальным трендам и сохранять актуальность делает ее легендой поп-культуры. Circle in the sand, round and round, rising up the moon as the sun.
Американская певица Белинда Карлайл появилась на сцене в начале 80-х в составе группы The Go-Go's, состоящей исключительно из девушек. Со временем артистка сменила имидж и музыкальный стиль, став поп-дивой мирового уровня. Сегодня Белинда продолжает заниматься музыкой, но ее имя уже не воспринимается иначе, как в связке с ушедшей эпохой пышных причесок, перламутровых помад и вареных джинсов. Многие завидовали ее успешной карьере, но все ли было так гладко в жизни исполнительницы хита «Heaven is a place on earth»? Как сложилась семейная жизнь популярной певицы, как она сейчас выглядит и чем занимается, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Белинде Джо Карлайл не пришлось далеко ехать в поисках славы. Девочка появилась на свет в Голливуде в 1958 году. Многодетные родители 7 детей занимались трудовыми профессиями. Мама шила одежду, а отец плотничал. У мужчины были проблемы с алкоголем, из-за чего последовал развод, после которого мать повторно вышла замуж. Уже в детстве Белинда стала проявлять бунтарский нрав, что усугубилось из-за неважных отношений с отчимом, которого девочка на дух не переносила. По причине конфликтов в семье будущая певица старалась проводить дома как можно меньше времени. Она увлекалась мальчишескими видами спорта и даже пробовалась в состав юношеской баскетбольной команды, став там первой девушкой в истории. А еще увлекалась футболом и драками, стараясь ни в чем не уступать парням. К старшим классам Карлайл удалось остепениться. Она сбросила лишний вес и стала привлекательной молодой особой, которой нашлось место в группе поддержки, куда попадали только самые симпатичные девочки. Окончив школу в 1976 году, Белинда, не раздумывая, собрала вещи и покинула родительский дом. Она мечтала построить карьеру певицы, и для этого у нее были все данные, включая яркую внешность, музыкальный слух, выразительный голос и талант к сочинительству. Музыкальную карьеру Белинда начала как барабанщица, войдя в состав группы The Germs, но быстро поняла, что хочет выступать на первых ролях. После этого девушка собрала The Go-Go's, который стал исполнять песни собственного сочинения. Карлайл писала музыку, тексты и выступала в качестве солистки. Коллектив быстро выстрелил, став первой женской рок-группой, чей альбом возглавил чарт-журнал Billboard. В начале 80-х девичий квартет стал любимцем публики. Обретя статус звездного, коллектив собирал аншлаги на концертах и записал 3 диска, но в 1984 году распался. Однако в 1999 году девочки из коллектива снова собрались вместе, выпустили 4-й альбом и гастролировали по миру вплоть до 2022 года, но также не перестают выступать и сейчас на разных музыкальных фестивалях. После распада группы Белинда начала сольную карьеру. Дебютный альбом певицы назывался «Белинда» и вышел в 1986 году. Выпуск пластинки предварял сингл «Mad About You». Ставший главной песней лета и занявший 3-ю строчку в американском хит-параде. Год спустя исполнительница приготовила 2-й релиз, где предстала в новом образе нежной и обаятельной женщины, пришедшем на смену имиджу юной дикарки. Heaven on Earth был выдержан в жанре поп-рока и стал в США платиновым. Здесь прозвучали треки Circle in the Sand и Love Never Dies, а сингл Heaven is a Place on Earth завоевал весь мир, возглавив хит-парады Европы и Австралии. В клипе на песню снялся супруг певицы Морган Мейсон. В середине 80-х мало кто в Америке смог сравниться по популярности со звонкоголосой Белиндой. Однако со временем интерес к ее персоне стал падать. Альбом 1989 года Runaway Horses отличался зрелостью и глубиной. Однако публика стала находить себе новых героев. При этом песня «La Luna» пополнила коллектив хитов певицы, а композиция «Оставьте свет включенным», написанная в творческом дуэте с Джорджем Харрисоном, осталась в тени. Карлайл записала в 1990-е 3 диска, но их успех нельзя было сравнить с первыми работами. Несмотря на наличие там таких ярких синглов, как «Калифорния» и «Это слишком реально»,
Певица покинула США, переехала жить во Францию и к музыке вернулась только в 2007 году, выпустив пластинку «Вуаля». Здесь исполнительница поет на французском под аккомпанемент ирландских музыкантов. Клавишные аранжировки песен подготовил Брайан Ино. В 2009 году Белинда приняла участие в 8-м сезоне американской версии телешоу «Танцы со звездами». Певица считает участие в проекте своим самым отважным и безбашенным поступком. Она до дрожи этого боялась, но решила переступить через себя, чтобы доказать себе и другим, что ничего страшного в этом нет, и горько об этом пожалела. Карлайл наивно надеялась на то, что ее хорошая физическая подготовка и врожденное чувство ритма помогут ей удержаться на плаву, и даже не подозревала, насколько тяжело поспевать за профессиональным танцором. Белинда и ее партнер Джонатан Робертс покинули проект после первого же эфира, после чего певица заявила, что больше никогда не согласится на подобное безумие. В 1984 году на пике популярности коллектива The Go-Go's Белинда встретила будущего мужа Моргана Мейсона, занимавшего пост старшего советника президента США Рональда Рейгана. Говорят, что именно это знакомство повлияло на уход девушки из группы. Избранник Карлайл – сын знаменитого английского актера Джеймса Мейсона. О подробностях личной жизни певица рассказала в книге под названием «Губы раскрыты», посвященной собственной биографии. Отсюда поклонники узнали о проблемах певицы, связанных с 30-летней кокаиновой зависимостью, расстройствами пищевого поведения и злоупотреблением алкоголем. Женщина призналась, что не прекращала пить, даже будучи беременной единственным сыном Джеймсом Дюком, который родился в 1992 году. Белинда говорит, что стала употреблять наркотики не в поисках кайфа, а чтобы заглушить аппетит, поскольку панически боялась растолстеть. В итоге зависимость привела ее на дно, и артистка только чудом избежала неприятностей в виде автомобильной аварии или попадания в тюрьму. Выход из порочного круга Карлайл нашла в буддизме, не прибегая к традиционным методам реабилитации. Женщина посвящает по 4-5 часов в день медитативной практике и йоге. Певица покинула США и жила то в Индии, то во Франции. Сын Белинды в 14-летнем возрасте признался нетрадиционной ориентации. Артистка испытала шок от новости и еще надеялась, что тот изменит выбор, несмотря на то, что сама долгое время поддерживала гей-сообщество. Однако матери пришлось принять гомосексуальность Джеймса Дюка как данность, и сейчас она проводит выступления, давая советы родителям, чьи дети испытывают тягу к лицам своего пола. Сын певицы занимает активную политическую позицию, работая в Палате представителей США и поддерживая отдельных кандидатов. В 2012 году молодой человек входил в число официальных представителей Барака Обамы и на следующих выборах оказал поддержку команде Хиллари Клинтон на волонтерских началах. Парень унаследовал творческие гены родителей, но окончательное предпочтение отдал не музыке, а кино. В послужном списке Джеймса пока еще не так уж много проектов. Молодой человек снялся в ромкоме «Что будет дальше?», сыграл самого себя в паре телешоу и документальных фильмов, а также попробовал себя в качестве кинопродюсера. Сегодня Белинда не оставляет занятий музыкой и пишет песни. Последний альбом под названием «Более дикие берега» вышел в 2017 году и стал 8-м в дискографии. Стилистика пластинки отличается от традиционной поп-манеры исполнительницы и вдохновлена сикхскими песнопениями. 25-летняя практика кундалини-йоги побудили Карлайл изучить мантры, мотив которых прослеживается в новых треках. Уже много лет артистка – убежденная вегетарианка, к тому же занимается благотворительными инициативами. В 2014 году в Калькутте женщина основала организацию Animal People Alliance, которая предоставляет помощь бездомным животным. Призывы оказать поддержку бесприютному зверью женщина размещает в аккаунте соцсети X. Здесь же поклонники следят за свежими фото и последними новостями из жизни звезды. Также Белинда ведет и Instagram. Карлайл сумела не растерять красоту, которая блистала в молодости. Теперь привлекательные внешние черты обогатились житейской мудростью и внутренней гармонией, которую излучает женщина. Она по-прежнему в хорошей форме и при росте 170 см весит 62 килограмма. Поклонники до сих пор не могут забыть ее откровенные фотосессии в купальнике и без, которые звезда проводила в былые годы.
4 июля 2019 года певица выступила в Лондоне с проектом «Ночь небесного блаженства», организованным в поддержку Animal People Alliance. Белинда охотно дает интервью, где рассказывает о работе своей организации и надеется привлечь к участию в помощи животным как можно больше людей. Белинда сейчас живет с мужем в Мехико. Пара успела пожить во Франции и Таиланде, прежде чем окончательно обосноваться в столице Мексики. Певица сегодня выступает не так часто, как раньше, но не забывает о музыке и своих фанатах. В 2023 году был выпущен мини-альбом «Кайсмит», в котором Белинда впервые за 25 лет вернулась к своим поп-корням. Приятным событием для поклонников Белинды стала премьера клипа «Воздух, которым я дышу», которая состоялась 13 июня 2025 года. Песня войдет в новый альбом американской певицы под названием «Давным-давно в Калифорнии», который выйдет 29 августа и станет для нее первым полноценным релизом почти за 30 лет. «Давным-давно в Калифорнии» представляет собой ностальгическую коллекцию из 10 кавер-треков, пропитанную золотыми звуками ее калифорнийского воспитания. Карлайл переосмысливает хиты, которые слушали в детстве и которые сформировали ее как артистку. Этот сборник песен – лучшее представление о том, что я любила тогда, говорит Белинда. Их прослушивание возвращает так много воспоминаний о времени и Калифорнии, которых больше нет. Да здравствует Калифорния моей мечты. Я жила и дышала музыкой. Это был мой великий побег. Каждый день после школы и во время летних каникул я прилипала к радио и подпевала, всегда мечтая о том, чтобы и самой стать певицей.